Друзья мои, добрый день! Всем здравствуйте, всех приветствую! Вы на канале Твой Мир. Меня зовут Наталья, кто еще не знает. Дорогие мои, прежде всего я вам выражаю огромную благодарность за ваши просмотры, за лайки, за комментарии, за теплые слова. Я вам желаю в 1000 раз больше, чтобы вам вернулось любви, тепла и света. Дорогие, давайте сегодня посмотрим таро-прогноз на предстоящую неделю для знака зодиака Овен. Овны, дорогие, настройтесь, и мы будем начинать. Так, Овны, неделя для вас вообще пройдет, знаете, под такими энергиями, когда вы внутренне есть какое-то недовольство. В принципе, вроде бы все и хорошо, и спорятся и дела, и в семье все хорошо, и в отношениях все хорошо. В принципе, эмоциональная стабильность вас радует, позитирует ваша неделя, да, что все проходит позитивно. Возможно, и предыдущая неделя тоже была на позитиве. Но здесь есть такой момент, как будто вы чем-то немножко недовольны. И что-то, знаете, нету вот какого-то внутреннего баланса. Нет внутренней какой-то гармонии, да. И все-таки, возможно, кто-то здесь задумается над тем, что он не на своем месте. Может быть, кому-то захочется начать какие-то новые начинания. Может быть, кому-то захочется вообще изменить свою жизнь, изменить вектор своего направления. Хотя сказать, что у вас что-то плохо на данном этапе, нет. Здесь такого нет. Здесь просто есть то, что человек еще не удовлетворен, знаете, как на все 100% тем, что происходит в его жизни. Давайте посмотрим дальше. Понедельник. В понедельник вы будете очень сильно залипать на каком-то объекте, будете решать то ли какой-то очень такой острый вопрос. Для кого-то, может быть, здесь разыграется конфликтная ситуация, кто-то может выяснить какие-то отношения с кем-то. И при этом вы получите, знаете, какой-то такой момент, когда вы опечалены, вы недовольны, вы расстроены. Кто-то может даже плакать. Здесь еще, смотрите, такой момент, что это не обязательно какая-то ссора. Это может быть просто даже некое подавленное состояние, да, которое вот просто, ну, такую в сентиментальность такую может вас подвергнуть. И вы все-таки будете в состоянии некого, ну, чуть-чуть даже стрессовать или депрессовать. Вот такой вот момент возможен. Вторник. Во вторник вы, дорогие Овны, будете собой довольны. Вы будете довольны своими результатами. Вы будете, знаете, как даже себя... все делать для себя. Как-то вот у вас этот день пойдет под таким началом, что вы будете главны в этом дне, да. Вас будет радовать все, что вы будете делать. Вас будет радовать любое какое-то событие этого дня. Оно будет подчеркивать вашу индивидуальность, ваше лидерское какое-то начало, да, какие-то лидерские качества. Здесь вы в этом дне, знаете, как будете даже на виду. Вот такое вот ощущение, как будто даже, ну, вы будете центром внимания, центром этого дня, да. И здесь тоже у вас такая эмоциональная сфера будет вполне прекрасная. Здесь как-то нет никакого разочарования. Здесь только тот момент, что вы довольны, вы как-то и уже имеете какие-то, да, там заслуги. И вы, ну, либо вы сами себя можете отблагодарить, либо вас даже люди как-то будут благодарить в этот день. То есть вы поймете, что этот день для вас вообще как бы значим в том отношении, что вы центр этого дня. Это вторник. Давайте посмотрим на среду. В среду у вас возникает какой-то незакрытый вопрос из прошлого, или вы будете в мыслях где-то возвращаться к прошлому, да, какие-то моменты вы будете прокручивать в голове, что там недоделано, что надо доделать. Возможно, кто-то вернется к какому-то старому проекту, или нарисуются какие-то люди из прошлого, которые вас, ну, так или иначе сделают вот этот шаг назад, заставят вернуться в те события, да, во всяком случае даже ментально
в прошлые события и посмотреть. Может, кто-то будет просто ностальгировать, может быть, какая-то такая, знаете, грустная история всплывет в голове. Такой момент тоже может быть. И вот здесь именно, ну, здесь еще, знаете, такой момент, как будто вы должны что-то доделать материальное, да, то есть это не просто там подумать в мыслях, а конкретно пойти и что-то доделать. Вот здесь вот такой момент может быть. Кто-то, может быть, встретит старых друзей, кому-то, возможно, здесь потребуют отдать старые долги. Здесь тоже такое вполне вероятно. Кому-то, возможно, придется доделать какую-то недоделанную работу. Либо, ну, она, понимаете, как она уже сделана, но сделана она не есть хорошо, как говорится, да. И здесь вот этот момент, что как раз-таки в среду у вас четко проиграется этот момент, что кто-то будет недоволен вашим исполнением и от вас потребует все-таки завершить его качественно. Такой вот в среду у вас момент. Давайте посмотрим четверг. Четверг здесь, смотрите, у кого-то может проиграться как какая-то встреча, да, с человеком, возможно, кто-то однокурсник, одноклассник, либо просто человек по работе. Здесь вот этот вот момент, вы с этим человеком будете обсуждать какие-то планы на будущее, будете какие-то цели, может быть, знаете, даже как, какие-то цели будете проговаривать, но здесь такой момент идет некой конфронтации, то есть вы где-то в чем-то не будете сходиться во мнениях, да, и здесь между вами может возникнуть напряжение. Поэтому здесь, смотрите, в четверг, как бы так, ну, вам лучше сохранять спокойствие и вообще как бы не эмоционировать в эту сторону. Даже если там есть какие-то для вас неприятные моменты, да, если кто-то даже там что-то будет нелестно высказываться, вам просто лучше держать нейтралитет и вообще не ввязываться в суть этого конфликта. Четверг, так мы посмотрели, пятница. В пятницу вы будете соблюдать баланс. Здесь у вас такой момент, что вы будете, знаете, как думать, то ли сделать, то ли не сделать, то ли пойти, то ли не пойти. Вот какое-то такое неопределенное состояние будет все-таки в пятницу. И знаете, это состояние, это связано с неким празднованием. То есть, возможно, вас там пригласят на какое-то мероприятие, и вы все-таки будете думать, идти вам туда, не идти вам туда, стоит оно этого или не стоит этого. Но здесь такой момент, что как бы в подсказке у вас, что вы туда сходить можете, особенно если вы одинокий Овен, да, потому что там есть вероятность познакомиться с новым человеком, да, ощутить какие-то новые эмоции, или встретить там свою, скажем так, любовь, возможно, первую, а возможно и предстоящую новую, да, ну, как бы такие серьезные там могут быть перемены, поэтому решать вам, но рекомендации вот такие. Так, понедельник, вторник, среда, четверг мы посмотрели. Давайте посмотрим. Понедельник, среда, четверг, пятница. Субботу смотрим, Овны, что у вас. А в субботу у вас такой момент, как будто вам не хватает вам вот этих каких-то эмоций, не хватает вам какой-то, знаете, запала, страсти, снасти. Тут такой вот момент, как будто вы вот в пятницу все-таки, я предполагаю, что вы пойдете на это увеселительное мероприятие, а в субботу вы будете поэтому тосковать, что вот в субботу есть вот эта острая нехватка, либо вы здесь будете сожалеть о том, что вы потратили это время возря. Но здесь как-то нет, здесь не о том, что потратили время зря, здесь как-то будет такой момент внутреннего переворота, и вы будете все-таки ощущать, что в вашей жизни что-то поменялось, и вам вот не хватает. Возможно, вот эти пятничные эмоции вас все-таки так захватят, что будет казаться, что вот, ну, плохо без них. Так, четверг, пятница, суббота, воскресенье. В воскресенье у вас, знаете, есть такой момент, как будто вы одержали все-таки победу. Здесь, возможно, победу над какими-то своими эмоциями вы одержали. И здесь все-таки, может быть, вот эта встреча, которая была в пятницу, она состоится повторно в воскресенье, да. Но здесь, смотрите, вам для этого надо приложить будет усилия, если все-таки речь пойдет о встрече, потому что все-таки человек будет идти в сопротивлении
дабы не встречаться всякими путями, там обговаривать, что нет, 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 но вы все-таки одержите какую-то победу. Давайте посмотрим для вас совет. Совет на неделю. Здесь, Овны, смотрите, вам рекомендуется вообще материально, да, как-то себя не то что сдерживать, а здесь даже, возможно, некую щедрость проявить материально, вот именно на предстоящей неделе. Здесь такой момент проигрывается. Для многих еще, знаете, такой момент, может быть, кому-то помочь, кого-то направить, вот в том деле, в котором вы хорошо разбираетесь, да, вот здесь тоже такая рекомендация, карты вам рекомендуют как бы помочь человеку, которому вы можете помочь, вот так скажем. Так, давайте посмотрим еще, что мы посмотрим. Давайте посмотрим вообще личные отношения на неделю. Здесь в личных отношениях у вас вполне возможно разыграется новое начинание, да. Какой-то момент есть, как будто вы залипаете на каком-то старом моменте, когда было хорошо, было прекрасно, и не замечаете возможностей, которые к вам приходят. А к вам в жизнь идет человек, который вам может, знаете как, перевернуть вашу жизнь, да, перевернуть ваше мировоззрение. В любом случае, ну, изменения такие, которые, знаете, когда проходит трансформация, да, и как прежде уже нет. Вот здесь этот человек может вас направить даже на улучшение вашего материального состояния, да, как-то состимулировать вас, или подсказать что-то, или просто быть рядом и вдохновлять вас. Здесь тоже вполне вероятно такая картина, да, и здесь вот это новое начало все-таки на этой неделе вполне возможно будет иметь момент происхождения, но в том случае, если вы все-таки, знаете, как Овны, не будете висеть где-то там в прошлом, да, и зацикливаться на том, что как было, что было хорошо, а сейчас как-то не так, и не впадать в депрессию, в некую в апатию, понимаете, вот вам здесь как-то надо чувство поддержать под контролем, да, и больше действовать, вот тогда у вас все получится. Давайте посмотрим рабочий аспект на неделю, Овны. У вас выходит партнерство, ну, напряженное какое-то партнерство в плане работы, и вы разочарованы. Здесь, смотрите, в работе у многих может быть такой момент, что, знаете, вы, вот мы там не зря говорили о том, что вы встречаете человека по работе, да, и все-таки с ним не договариваетесь. И вот здесь карты это подтверждают, что по работе у вас неделя, она будет ознаменована тем, что в партнерстве это не обязательно бизнес-партнеры, да, это может быть просто человек с работы, с которым вы не найдете, как это, компромисса, да, вы не найдете компромисса на этой неделе, у вас будут какие-то споры, у вас будет напряженная обстановка, и вы будете расстроены. Здесь вот я говорила уже о том, что вам в этой ситуации рекомендовано соблюдать нейтралитет, то есть не эмоционируйте в эту сторону, ну, потому что если вы начнете проявлять свои эмоции, вы просто впадете в некое уныние, апатию, депрессию, а вам это зачем? Вы просто, знаете как, отнеситесь к этому легко и, ну, думайте о том, что это вообще не про вас говорится. Вот такая рекомендация от карт, как бы быть налегке, быть навеселе и где-то даже перевести что-то в шутку, где-то просто не отреагировать на это. Ну, то есть как бы силой на силу ни в коем случае не отвечать. Потому что это может как бы так даже ввести в позицию, что это, ну, закончится не очень скоро. Вот, поэтому вот такой момент. Так, смотрели личные отношения, работу посмотрели. И давайте посмотрим, что вас все-таки порадует. Вот хочется мне знать, Овны, что вас порадует. Смотрите, Овны, на этой неделе у вас будет возможность повернуть свою стабильность или ту остановку, которая у вас была в каком-то деле, да, что вот что-то не решалось,
На этой неделе вас порадует то, что некий король кубков, а возможно это и вы, человек такой достаточно эмоционально зрелый, умеющий держать чувства под контролем, умеющий, вот знаете, как даже внутренним состоянием притягивать что надо. На этой неделе либо вы этот человек, либо при помощи этого человека у вас появится возможность решить давно зависший вопрос, который вот никак не было решения этого вопроса. То есть на этой неделе вот такая возможность для вас откроется, дорогие овны. Поэтому я вас поздравляю, неделя у вас в принципе хороша неделя. Ну, давайте еще посмотрим как-то финансы, хочется посмотреть. По финансам здесь, смотрите, овны, вы по финансам будете как-то ограничены, да, ограничены в том плане, что вот для вас вот требуется либо идти на веселье на какое-то, да, потратить туда на развлечения какие-то деньги, либо эти деньги вложить в некий проект, да, какой-то путь. И вот здесь у вас идет, ну, нежелание, да, как-то вот с этими деньгами расставаться, вы хотите их сберечь, не хотите тратить. Ну, давайте посмотрим, а что же вам делать. Вам тут надо как-то придумать ситуацию, чтобы это как-то обыграть в вашу пользу. Вот такой момент по финансам. Давайте посмотрим, что вас, какая неприятность может ожидать. Какая неприятность может вас ожидать? Вас может ожидать только неприятность в том случае, когда вы, знаете, какую-то уже свою стабильность, которую имеете, да, опустите вот руки, просто опустите, то здесь вы упустите возможность выйти победителем. То есть вот это вас, конечно, вот для вас будет неприятная ситуация, что вы просто упустите возможность и не исполните, скажем так, задуманное, которое вы задумывали. Вот такой вот момент. Ну, давайте, что еще мы посмотрим. На что вам нужно обратить внимание? Вам нужно обратить внимание на то, что человек, с которым вы познакомитесь на мероприятии, да, либо встретите вот кто-то, это будет вот, почему-то проигрывается старая любовь, либо первая любовь, и здесь как-то могут возобновиться отношения, вплоть до очень серьезных отношений, да, хотя вы в какой-то момент времени думали, что это вообще не ваше и вам это не надо. Вот здесь, овны, обратите внимание на то, что этот человек вам, скажем так, вернулся или попался снова в вашей жизни, да, не случайно. То есть вы с этим человеком не закончили какой-то свой урок, и вполне у вас дается очередной шанс для того, чтобы исправить это все. Дорогие мои, вот такой расклад у меня получился для Овна. Я вас прошу, пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, если еще не подписаны. А я вас обнимаю, желаю вам всего светлого, доброго, позитива, радости, любви, веселья, мирного неба над головой. Дорогие мои, берегите себя и берегите своих близких. Я вас обнимаю, до новых видео. Ваша Наталья.